Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 1 мая 2025 года. Я поздравляю вас с праздником, Днем труда. Сегодняшняя тема нашего стрима, не такая праздничная. Мы поговорим о бездеятельности властей Украины, хотя тема, конечно, неблагодарная, но о ней таки стоит поговорить. О бездеятельности властей Украины в вопросе дискриминации русскоговорящих граждан Украины по языковому признаку. Закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, принятый в 2019 году, стал инструментом систематического ущемления прав почти трети населения страны, русскоговорящих, составляющих 29,6% граждан. Вместо защиты прав, гарантированных Конституцией и международными нормами, власти Украины закрывают глаза на вопиющее нарушение, попустительствуют общественной травле и уклоняются от выполнения своих обязанностей. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что бездействие украинских властей – это не просто халатность, а сознательное игнорирование прав русскоговорящих. И это игнорирование фактически граничит с их соучастием в дискриминации. А дискриминация, насколько вы можете понимать, это уголовное преступление. Итак, власти Украины действуют или бездействуют так, что их позиция граничит с соучастием в этом преступлении, в преступлении дискриминации русскоговорящих граждан Украины. Дискриминация – это не абстракция. Это горькая правда для миллионов русскоговорящих украинцев. Статья 24 Конституции Украины четко запрещает ограничения по языковому признаку. Статья 1 Закона Украины об основах предотвращения и противодействия дискриминации также называет дискриминацией любое ущемление прав по языковому признаку. Международное право, Европейская конвенция о правах человека, статья 14 и рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, а также Европейская хартия региональных языков. Они обязывают Украину защищать права русскоговорящих как языкового сообщества. Но, друзья, что делают власти? Ничего. Они разводят руками, пока русскоговорящие теряют работу, пока русскоговорящие теряют доступ к образованию, пока русскоговорящие теряют право на культурную идентичность. Вместо того, чтобы выполнять свои обязанности должным образом, правительство, Верховная Рада и даже президент
Владимир Александрович Зеленский предпочитают прятаться за популистскими лозунгами о защите украинского языка. Друзья, это лицемерие. Закон, который должен был укреплять национальное единство, этот закон стал дубиной для травли русскоговорящих. А власти, вместо того, чтобы исправлять ситуацию, молчат, позволяя дискриминации разрастаться как раковой опухоли. Закон требует обязательного использования украинского языка в публичных сферах. Обслуживании, статья 30. Образовании, статья 21. СМИ, статья 23. Культуре, статья 26. Формально он не запрещает русский язык в частной жизни, статья 2. Но на практике превращает русскоговорящих в граждан второго сорта. Власти не просто приняли этот закон. Власти сознательно игнорируют его разрушительные последствия. Статья 30 обязывает обслуживать клиентов на украинском языке, если они не просят иного. Нарушение карается штрафами 5100–6800 гривен за повторное нарушение. Результат. Русскоговорящие работники становятся мишенями для жалоб и общественного осуждения. В Днепре в 2021 году официантку уволили за обслуживание на русском после жалобы клиента. В Киеве в 2025 году сотрудница салона красоты потеряла работу за отказ говорить на украинском. Это не единичные случаи, а система. Что делают власти? Ничего. Уполномоченный по защите государственного языка ежегодно получает более 3000 жалоб, четверть из которых касается обслуживания. Вместо того, чтобы защитить работников, власти поощряют доносительство, позволяя клиентам и активистам травить русскоговорящих. Штрафы и увольнения разрушают жизни людей, а правительство молчит, словно это их не касается. Это позор. Статья 21 закона, а также Закон Украины об образовании 2017 года заставили русскоязычные школы перейти на украинский язык с 2020 года. Русскоговорящие дети, миллионы школьников лишены права учиться на родном языке. В Харькове родители в 2020 году пытались через суд вернуть русскоязычное обучение, но власти и суды их проигнорировали. Венецианская комиссия в 2017 и 2019 годах
прямо указала, что это нарушение прав меньшинств. Но что сделало правительство? Ничего. Ни переходных программ, ни поддержки для русскоязычных учеников, ни диалога с родителями. Это не просто дискриминация. Это удар по будущему русскоговорящих детей. Власти лишают их качественного образования, вынуждая либо ассимилироваться, либо страдать от языковых барьеров. Такое бездействие – преступление против молодежи Украины. Статья 23 требует 90% украиноязычного контента на телевидении и радио. Статья 26 обязывает дублировать фильмы на украинский язык. Русскоговорящие теряют доступ к информации и культуре на родном языке. Телеканалы в Харькове и Одессе теряют зрителей из-за языковых квот. Данные Надсовета по телевидению об этом свидетельствуют. Комитет ООН в 2025 году назвал это ограничением прав русскоязычных. Но что делают власти? Ничего. Они не только не смягчают квоты, они игнорируют рекомендации международных организаций. Это не защита украинского языка. Это попытка стереть русскоязычную культуру в Украине. Власти потворствуют культурной чистке, позволяя русскоговорящим чувствовать себя чужими в собственной стране. Власти попустительствуют буллингу против русскоговорящих граждан Украины. Увольнение за использование русского языка в Украине – это прямое нарушение статьи 43 Конституции «Право на труд». Русскоговорящие работники, особенно в обслуживании и образовании, теряют средства к существованию. В Киеве в 2022 году сотрудник супермаркета проиграл суд против увольнения за обслуживание на русском. Власти даже не попытались защитить его права. Это не просто дискриминация. Это удушение русскоговорящих семей. Экономическое удушение. А правительство, оно бездействует, позволяя работодателям и судам топтать права граждан. Конституционные и международные провалы властей, закон и его последствия противоречат основам права. Но власти Украины упорно закрывают свои глаза. Статья 10 Конституции обещает свободное использование русского языка. Но где же эта свобода, когда русскоговорящих штрафуют, когда русскоговорящих увольняют? Власти обязаны защищать это право,
но вместо этого они потворствуют его нарушениям. Статья 24 запрещает языковую дискриминацию. Почему же русскоговорящие в Харькове или Одессе вынуждены подстраиваться под искусственные языковые нормы? Подстраиваться под замаскированный под закон о защите украинского языка как государственного, закон о дискриминации русскоговорящих. Ну, можно сказать, закон о норме преступления в области языка. Введение дискриминации в норму закона. Это что? Но власти молчат, позволяя судам, а также уполномоченному травить граждан. Статья 43 гарантирует право на труд. Увольнение за язык – это плевок в лицо Конституции. Правительство не принимает никаких мер, чтобы остановить этот беспредел. Конституционный суд в 2021 году признал закон о языке конституционным. Однако он проигнорировал вопиющее нарушение прав русскоговорящих. Это не решение суда, это соучастие в дискриминации. Власти вместо того, чтобы оспорить или пересмотреть это решение, используют его как щит для своего бездействия, как прикрытие для своего соучастия в преступлении дискриминации русскоговорящих. Украина подписала Европейскую хартию региональных языков. Но где защита русского языка? После отмены закона Кивалова-Колесниченко в 2014 русскому языку не дали никакого статуса. Это нарушение статьи 7 Хартии. Рамочная конвенция требует права на образование и СМИ на языке меньшинств. Где, скажите, эти права для русскоговорящих украинцев? Венецианская комиссия в 2019 году прямо назвала закон дискриминационным, но власти Украины проигнорировали ее рекомендации. Комитет ООН в 2025 году выразил тревогу, и снова тишина от Киева. ЕСПЧ рассматривает жалобы русскоговорящих, но вместо того, чтобы предотвратить международный позор, власти Украины продолжают делать вид, что проблемы нет. Это не просто бездействие. Это, друзья, наглое пренебрежение обязательствами перед мировым сообществом. Власти не могут отрицать масштабы проблемы. Жалобы и штрафы. Более 3000 ежегодно. 25% из которых за обслуживание на русском. Уполномоченный
по защите украинского языка действуют в Украине как карательный орган, а власти не ограничивают его произвол. В Харькове, Одессе, где 77% жителей говорят на русском, закон воспринимается как издевательство. Власти не проводят диалог с этими регионами, усиливая раскол. Нападение на русскоговорящих, как во Львове в 2022 году за песни, как в Киеве в 2025, стали нормой. Где реакция правительства? Где осуждение нетерпимости? Тишина. Увольнения бьют по русскоговорящим семьям, но власти не предлагают ни компенсаций, ни программ поддержки. Это не случайные промахи, это систематическое бездействие, граничащее с соучастием в дискриминации. Власти потворствуют преступлениям. Закон создает косвенную дискриминацию, как это определено в деле D.H. and Others против Чешской Республики 2007 года ЕСПЧ. Нейтральные на первый взгляд нормы непропорционально бьют по русскоговорящим. В обслуживании русскоязычные работники теряют работу из-за жалоб, которых не было бы в русскоязычных регионах. В школах русскоязычные дети страдают от языковых барьеров, снижая успеваемость. В СМИ русскоговорящие лишены доступа к информации на родном языке. Власти знают об этом, но не делают ничего. Ни поправок к закону, ни региональных исключений, ни диалога с русскоязычными. Это не халатность, это сознательное потворство дискриминации. Власти могут оправдываться, мол, мы защищаем украинский язык. Защита одного языка не дает права топтать права другого. Власти обязаны найти баланс. Но они предпочитают популизм. Может, сыграет еще на фортепиано, чтобы было веселее, как 95-й квартал. Русский язык не запрещен. Играют они на фортепиано свою старую песню. Это ложь. В публичных сферах русскоговорящие штрафуются, увольняются, травятся. Это фактический запрет. Закон, мол, консолидирует нации. Друзья, какая консолидация, когда треть населения чувствует себя изгоями? Власти сеют раскол, а не единство. Эти отговорки – это пустые слова, прикрывающие трусость и нежелание решать проблему. Что должны были бы сделать власти? Власти
обязаны были бы исправить закон, учтя рекомендации Венецианской комиссии. Принять закон о правах меньшинств, гарантирующий статус русского языка. Запустить бесплатные курсы украинского языка, чтобы помочь русскоговорящим без угрозы увольнений. Остановить травлю, осудив доносительство и нападение на русскоговорящих. Защитить трудовые права через суды и законодательство. Вместо этого тишина, трусость, попустительство. Власти провалили свою миссию, предав миллионы граждан. Друзья, бездействие властей Украины в вопросе дискриминации русскоговорящих – это позор. Позор Украины, который нельзя терпеть. Закон стал инструментом травли, а правительство, Верховная Рада и президент Владимир Александрович Зеленский стали соучастниками этой несправедливости. Русскоговорящие 29,6% населения лишены работы, образования, культурной идентичности. Это не просто дискриминация, это удар по единству страны. Что требуется? Требуется немедленно принять поправки к закону, учитывающие права русскоговорящих. Актуализировать права русскоговорящих в законе о защите меньшинств, как того требует Совет Европы. Прекратить травлю и доносительство. Предпринять реальные меры для поддержки русскоязычных регионов. Власти, хватит прятаться за лозунгами. Вы обязаны защитить права всех граждан, а не только украиноязычных. Русскоговорящие не враги, а часть Украины. Пора действовать, или история осудит вас за предательство собственного народа. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Поддерживайте канал, ставьте лайки, комментируйте, донатьте. До новых встреч!